Послание ангелов. Покой возрождения. Благословенная душа, остановись на мгновение и впусти это слово в свое сердце. Архангел Иегудиил, носитель Божьего воздаяния, спустился, чтобы передать тебе весть, которая касается самой сути твоего пути. Все, что ты прожил, все, во что вкладывал силы и душу, не исчезло в пустоте. Ничто не было зря, твой труд замечен, твои усилия записаны на небесах, а твоя верность отмечена светом. Иегудиил стоит рядом, когда ты работаешь, когда делаешь добро без свидетелей, когда молчишь, чтобы не ранить, и когда отдаешь, не требуя признания. Он – покровитель всех, кто не сдался под тяжестью дней. Он укрепляет тех, кто трудится ради любви, веры и справедливости. Он собирает каждую каплю твоего пота, каждую искру твоего терпения и превращает их в зерно, которое непременно принесет плод. Ты, может быть, и не видишь результата, но небеса уже готовят воздаяние. Пока ты продолжаешь идти, силы свыше складывают вокруг тебя новый порядок, справедливый и добрый. Там, где раньше были закрытые двери, начнут открываться проходы. Там, где ты видел поражение, зарождается росток новой жизни. Все, что ты делал с чистыми намерениями, начнет возвращаться к тебе умноженным в разы. Архангел напоминает: Бог не забывает тех, кто служит с сердцем. Ничто не остается без ответа, ни добрая мысль, ни молитва, произнесенная в одиночестве. Даже когда тебе казалось, что никто не слышит, небо внимало каждому твоему слову. И теперь настал час, когда небо отвечает. Врата воздаяния открываются, и свет Божьей справедливости течет в твою жизнь. Ты пережил сезоны, когда усилия будто уходили в песок, когда старания не приносили результата, а вокруг царила тишина. Но именно тогда закладывался фундамент твоей награды. Бог проверял не твою силу, а твою стойкость. Проверял, способен ли ты идти, когда не видишь пути, и ты прошел это испытание. Сейчас начинается новый цикл, где посевы прорастают, и урожай идет к тебе в руки. Архангел Иегудиил также несет избавление от усталости, от лени и апатии, которые мешали твоей душе раскрыться. Он вдыхает новую энергию в твои дела, наполняет руки уверенностью, а сердце – вдохновением. Теперь ты способен действовать не из страха потерять, а из веры получить. Все, что ты делаешь с любовью, становится благословением. Слушай внимательно. Ты больше не обязан бороться за признание. Бог уже признал твою ценность. Небеса отмечают твой труд как драгоценный дар. И потому время воздаяния начинается прямо сейчас. Все, что ты отдавал, возвращается старицей. Все, кто стоял рядом с тобой искренне, получат свет вместе с тобой, а все, что мешало, отступает навсегда. Закрой глаза и, положа руку на сердце, скажи от души: я принимаю воздаяние Архангела Иегудиила. Пусть мой труд станет благословением и принесет плод во славу Господа. Напиши эти слова в комментариях, чтобы зафиксировать свое намерение и дать ангелам знак. Подпишись на канал «Время Ангела», поставь отметку «Нравится» и дослушай это послание до конца. А когда почувствуешь усталость, возвращайся к этим словам, и они снова наполнят тебя уверенностью, что твоя верность замечена, твои труды вознаграждены, а благословения уже начинают свое движение к тебе. Дитя небес, Архангел Иегудиил говорит через тишину твоего сердца, и в этой тишине начинает звучать истина. Быть в согласии с собой значит принимать каждое чувство, даже если оно болезненно. Не отвергай боль, в ней спрятана сила. Она показывает, где твое сердце жило без света, где ты забывал себя. Сейчас, когда все кажется трудным, именно ты тот, кто способен заметить, что свет всегда рядом, даже в самые темные часы. Он не исчезал, он ждал, пока ты повернешься к нему лицом. Почувствуй, как эта правда мягко входит в твою душу. Она не навязывается, а просто греет, словно чье-то тихое присутствие за спиной. Ты не один, Иегудиил обнимает тебя невидимо, как учитель, который наблюдал все твои испытания и знает, что ты уже созрел для восстановления. Каждая твоя слеза получила внимание, каждая молитва услышана. Сейчас откликается тот самый момент, когда все, что было потерей, превращается в силу. Если эта мысль отзывается в тебе, напиши в комментариях: я принимаю. Пусть это будет твоим сигналом небесам, что ты готов к новой надежде. Помни, самое важное еще впереди. Останься до конца, потому что в финале этого послания ты услышишь, что делает Иегудиил в твоей жизни прямо сейчас, и почему твоя боль никогда не была напрасной. Он говорит через чувство тепла, которое распространяется по твоему телу. Это не иллюзия, это божественное прикосновение, мягкое как дыхание. Когда ты думаешь, что все разрушено, на самом деле все перестраивается. Внутри тебя рождается вера, а вместе с ней новый взгляд на жизнь.
Игудиил видит, как ты учишься снова доверять миру, учишься верить, что твои чувства не ошибка, а компас, ведущий к истине. Твое сердце отзывается на свет, и этот свет начинает распространяться. Слушай дальше. Каждый твой вздох становится молитвой, каждое движение – шагом к внутренней целостности. И Игудиил показывает, все, что тебя ломало, всего лишь учило гибкости, но не сдаваться. Твоя жизнь – это не цепь ошибок, а путь становления. Ты учишься принимать и любить себя таким, какой ты есть, без страха и вины. Пусть все старые тени растворятся в свете прощения. Теперь, когда твоя душа слушает, знай, впереди тебя ждет новое. Каждая слеза становится рекой, по которой в твою жизнь входит надежда. Каждая рана превращается в место, через которое проходит свет. Ты учишься доверять не потому, что все ясно, а потому, что теперь чувствуешь, Бог всегда рядом. Путь, который лежит перед тобой, наполнен возможностями, и каждая из них – шаг к новому началу. И Игудиил держит тебя в потоке своего света, чтобы ты не остановился на полпути. Прими эту истину. Ты достоин любви и счастья. Все страхи и сомнения – лишь временные тени, которые отступают перед рассветом твоей веры. Теперь сделай еще один шаг. Прими все, что ждет впереди. Напиши в комментариях «Я верю», и пусть эти слова станут твоим внутренним обетом жизни в свете. И Игудиил слышит их, и каждая молекула твоей реальности отзывается на эту вибрацию. Это начало нового цикла, где ты больше не борешься за место под солнцем, а сияешь изнутри. И прежде чем мы продолжим, остановись на мгновение. Если эти слова оказались для тебя своевременными, если они дали тебе покой и веру в новый путь, поддержи канал «Время Ангела», становись спонсором. Благодаря тебе голос Игудиила сможет достигнуть тех, кто еще блуждает во тьме и ищет свет. Подробности и ссылки в описании под видео и на странице моего канала. Благодарю тебя, благословенная душа. Сегодня Архангел и Игудиил приходят, чтобы напомнить: ты не один и никогда не был один. Свет, который окружает тебя, не угасал ни на мгновение, он просто ждал, когда ты вновь обратишь на него внимание. Небеса видят каждое твое усилие, каждый вздох надежды, каждый шаг в темноте. Все, что ты переживал, имело смысл. Даже боль, даже страх. Все это стало частью твоего восхождения к осознанной вере. Ты не потерян, ты избран. На каждом этапе твоего пути с тобой были ангелы, и сейчас небесный наставник оживляет твое сердце, чтобы ты вновь почувствовал силу света. Любовь небес пронизывает каждую клетку твоего тела. Ощути ее как мягкое тепло, что входит в тебя, наполняя покоем и уверенностью. Когда кажется, что вокруг тьма, именно тогда свет ближе всего. Твоя душа создана для движения, а не для страха. Каждый шаг, даже самый неуверенный, приближает тебя к исполнению предназначения. Мир, который кажется холодным, не способен заглушить внутренний огонь, потому что этот огонь – дыхание самого Творца. Доверься этому дыханию. Позволь ему вести тебя вперед сквозь сомнения, сквозь усталость, к свету, который уже готов принять тебя. Архангел и Игудиил видят, как ты боролся с одиночеством, как сомневался, стоит ли продолжать, но именно в эти минуты небеса были к тебе ближе всего. Каждый страх, каждая тревога были возможностью укрепить веру. Ты окружен защитой, крылья света закрывают тебя от боли, и ничто не сможет разрушить то, что охраняет Бог. Напиши прямо сейчас в комментариях «Я не один». Пусть эти слова станут утверждением твоей веры. Пусть они закрепят твою связь с небом. Сделай глубокий вдох и почувствуй, как легкость разливается по телу, как невидимые руки поддерживают тебя. Все это не воображение, а ответ на твое внутреннее доверие. Ты не просто наблюдатель в этой жизни. Ты активный участник великого замысла. Каждый твой шаг имеет значение. Даже если путь кажется неясным, знай, Архангел и Игудиил выпрямляет дорогу под твоими ногами. Все, что ты проходил, подготавливает тебя к будущему, где нет места страху. Ты достоин любви, достоин счастья, достоин света. Все, что ты считал потерянным, вернется, потому что ты возвращаешься к своей сути, к сияющему, чистому, избранному состоянию души. Позволь этой истине укорениться в сердце, и тогда ты больше никогда не усомнишься в своей ценности. Сейчас ты стоишь на пороге перемен. Почувствуй, как твоя душа дрожит от надежды, как сердце откликается на зов. Это не случайность, это знак. Перемены уже начались, и ты готов принять их. Протяни руку, звезды твоих мечтаний ждут, когда ты коснешься их. Напиши в комментариях «Я готов к переменам» и сделай этот шаг навстречу своей судьбе. Поделись этим посланием с теми, кто ищет поддержку, чтобы и их сердца вспомнили о свете. Запомни, ты не один. Ты – часть великого плана,
и любовь небес сопровождает тебя сегодня, завтра и во веки веков. Драгоценная душа, Иегудиил окружает тебя светом, который снимает груз сомнений. Почувствуй, как тяжесть, что ты нес, растворяется в этом сиянии. Все, что удерживало, отпускает. Мечты ждут, когда ты позволишь им стать реальностью. Свет пробивается сквозь тьму, это твоя вера, напоминание о том, что ты создан для победы. Не бойся уязвимости, в ней источник силы. Каждый шаг вперед открывает новые горизонты, и сейчас наступил твой момент. Да, страх еще шепчет, но именно в нем рождается смелость. Ты имеешь право на счастье, на успех, на полноту жизни. Прошу, останься со мной до конца, ведь дальше ты услышишь тайну, которая изменит твое восприятие своей сущности. Отметь в своем сердце и напиши в комментариях: «Я следую праведному пути». Пусть эти слова станут началом твоего обновления. Когда намерение укрепится, реальность начнет подстраиваться под твою веру. Каждый вдох наполняет тебя силой, каждая мысль приближает чудо. Почувствуй, как открываются двери, и все, что казалось недостижимым, становится ближе. Каждый день – это шанс, и ты уже используешь его, потому что действуешь. Перемены не ждут, они приходят к тем, кто готов. В тебе разгорается внутренний огонь, решимость, сила, желание жить ярко. Ты способен на большее, чем верил. Страх – лишь тень, которая исчезает при свете твоей веры. Слушай сердце, оно знает путь. Да, иногда будет страшно, но ты справишься, потому что избран. В тебе есть все, чтобы воплотить мечты, и небеса стоят за твоей спиной. Сделай шаг навстречу себе, возьми бумагу и запиши: «Господи, я готов к переменам». Дай этому намерению силу. Жизнь уже меняется, открываются возможности, и все становится яснее. Закрой глаза и услышь биение в груди. Это ритм твоего возрождения. В этой тишине ты находишь ответы, а спокойствие окутывает, как теплый свет. Ты не одинок. Архангел Иегудиил рядом. Его свет озаряет тебя как друг, который понимает боль и поддерживает. В этом спокойствии рождается ясность. Ты слышишь себя по-настоящему. Все, что казалось тьмой, становится фоном для света, который всегда жил внутри. И этот свет – ты сам. Иегудиил наполняет воздух тишиной, в которой дыхание становится мягче и свободнее. Душа ощущает, как страхи теряют силу, а сомнения отпускают свое давление. В этом спокойствии сердце начинает говорить. Тихо, но уверенно, позволяя услышать, оно открывается свету. Оно откликается на надежду. Оно вспоминает, что исцеление начинается именно здесь, в этой внутренней передышке, где никто не давит, никто не требует, где есть только покой. Он смягчает пространство вокруг, создавая ту глубину тишины, в которой можно позволить себе быть уязвимым. Здесь нет угрозы, нет преследователей, нет взглядов, которые ранят. Здесь душа пребывает под небесным покровом, и это создает безопасность, которой так долго не хватало. В этом свете открывается ощущение: рядом присутствие, рядом поддержка, рядом тот, кто никогда не оставит. Постепенно сердце раскрывается навстречу свету, который ведет к новым возможностям. Важно оставаться в моменте, ощутить глубину мгновения, запомнить это состояние внутренней тишины. Душа ощущает свою значимость. Она любима, она важна, она отмечена для большего. И тишина начинает проникать глубже, наполняя каждый слой внутреннего пространства. С каждым вдохом приходит спокойствие, с каждым выдохом исчезает спешка. Это время действительно принадлежит тому, кто сейчас слушает. Внутренний ритм становится понятнее, сердце говорит своими ударами, и каждый удар напоминает: жизнь продолжается, ценность не исчезла. Великое впереди, и когда приходит готовность принять новое, душа отпускает сомнения. Оставь знак в комментариях, произнося: «Я здесь», как подтверждение готовности вступить в то, что уже даровано небесами. Это становится началом пути исцеления, шагом в сторону света. Иегудиил сопровождает этот процесс, оставаясь рядом в каждом шаге внешнем и внутреннем. Тишина становится пространством, в котором возможно все. Она напоминает: человек способен на гораздо большее, чем думает. В этой мягкой глубине появляется ощущение собственной сущности, ощущение близости любви, которая всегда рядом. Даже в самые темные минуты одиночества Иегудиил стоит рядом, касаясь сердца так же нежно, как теплое покрывало касается кожи холодной ночью. Свет, который всегда был рядом, начинает чувствоваться сильнее. Он не исчезает во тьме, наоборот, проявляется ярче. Это свет надежды, искра, что живет в душе и ждет момента, чтобы разгореться. И тот, кто услышит это послание, почувствует: история не завершена. Она раскрывается дальше, начинает развиваться новыми красками.
Тепло заполняет сердце. Не мимолетное ощущение, а прикосновение небесной заботы. Душа пережила боль, разочарование, моменты тяжести, но все эти эпизоды были частью пути, а не определением личности. Они укрепили, они разрушили. Сила, что выросла в тишине, становится фундаментом движения вперед. Будущее может казаться туманным, но рядом есть небесное руководство. Там, где ощущалась слабость, теперь откликается поддержка. Там, где падал дух, теперь поднимается уверенность. Каждая слеза, каждый вздох. Все было услышано небесами, ни одно движение души не прошло мимо. И Игудиил провозглашает: твоя избранность не случайность, а призвание. Даже когда мир выглядит пустым, внутри все еще горит свет, который способен осветить дорогу не только себе, но и тем, кто тоже ищет надежду. Победа начинается в момент, когда душа осознает: это только начало. Новые знакомства, новые возможности уже движутся навстречу, хотя глаза пока их не видят. Твоя история продолжается. Вера остается якорем. Нельзя позволять страху затмить внутренний свет. Каждый день приносит шанс, новый урок, новый поворот. Человек не зритель, он главный герой собственной истории. Когда сердце открывается, возможности начинают распускаться, как весенние цветы. Душа наполняется надеждой, и мечты становятся ближе. Твой небесный заступник остается рядом, защищая и поддерживая. Звезды над головой становятся напоминанием. Никто не одинок. Смысл не потерян, путь не случайен. Начало только открывается, и одиночества больше нет. И если это послание коснулось твоей души, оставь в комментариях слово «Аминь», как знак соединения с этим светом и как подтверждение, что путь продолжается вместе с небесной помощью. Возлюбленная душа, этот свет Игудиила мягко окружает тебя и делает сердце легким. Все, что раньше тревожило, растворяется в покое, и ты начинаешь дышать свободно. Помни, в тишине Бог говорит яснее всего. Останься в этом внутреннем пространстве, где нет спешки, где вера становится дыханием. Поделись этим видео с теми, кому не хватает света. Пусть они тоже вспомнят, как звучит тишина, наполненная Господним благословением. Если эти слова коснулись твоего сердца, если ты почувствовал, что внутри стало светлее, оставь слова благодарности в комментариях. Пусть это будет твой личный отклик, знак, что ты услышал зов Игудиила. Поставь лайк и подпишись на канал «Время Ангела», чтобы не терять связь с посланиями, которые возвращают веру и помогают слышать сердцем. Сохрани это видео и возвращайся к нему, когда снова захочешь почувствовать покой. Пусть оно напоминает тебе: сила не в шуме, а в свете, рождающемся в тишине. Архангел Игудиил утверждает печать покоя на этих словах, и отныне тишина твоего сердца становится голосом небес. Аминь.